Урок 1. Облака и полеты на самолете. Привет, Анна. Вы знали, что когда вы летите в самолете, вы можете увидеть облака вблизи? В самом деле, наверное, это потрясающе. Мне всегда хотелось полететь на самолете и увидеть облака сверху. Это действительно захватывает дух. Облака выглядят как пушистые белые горы в небе. Мне не терпится испытать это на себе. Полет должно быть очень увлекательное приключение. Так оно и есть. Вы можете наблюдать за миром под вами, когда самолет взлетает в воздухе. Бьюсь об заклад, вид оттуда потрясающий. Могу себе представить, как спокойно, когда тебя окружают облака. Совершенно верно. Как будто вы находитесь в своем маленьком мире, превыше всего остального. Я все больше и больше радуюсь своей первой поездке на самолете. Звучит как волшебный опыт. Так оно и есть. И знаете, самое приятное — это ощущение взлета и посадки. Это такой ажиотаж. Урок 2. Настойчивость в изучении языка. Привет, Анна. Я заметила, что ты очень усердно работаешь над своим английским. Да, я изо всех сил стараюсь стать лучше. Это не всегда просто, но я не собираюсь сдаваться. Отлично. Последовательная практика — ключ к лучшему изучению нового языка. Знаю, но иногда я расстраиваюсь, когда не могу выразить себя так хорошо, как хотелось бы. Не волнуйтесь, это совершенно нормально. Изучение языка требует времени и терпения. Вы правы. Как новичку, мне просто нужно регулярно тренироваться и не отчаиваться. Точно. Чем больше вы будете знакомиться с языком, тем естественнее он станет. Это обнадеживает слышать. Я буду продолжать тренироваться, даже когда мне будет сложно. В этом и заключается дух. Уверен, вы быстро освоите навыки бегства, если останетесь преданными своему делу. Урок 3. Рост Nike. Привет, Анна. Вы знали, что Nike начинала свою деятельность как небольшая компания? В самом деле, с самого начала я всегда считал Nike крупным и хорошо зарекомендовавшим себя брендом. Совсем нет. На самом деле все началось с того, что всего несколько человек продавали обувь прямо в кузове автомобиля. Ух ты! Это потрясающе! Как ей удалось стать такой мировой державой? Что ж, именно благодаря их упорному труду и инновационным идеям Nike со временем развивалась. Понимаю. Наверное, они действительно нашли отклик в своих продуктах и маркетинге. Определенно. Их простой, но запоминающийся слоган «Just do IT» стал торговой маркой компании. Это отличный пример того, как малый бизнес может превратиться в нечто столь заметное. Совершенно верно. Это просто говорит о том, что при наличии целеустремленности и творческого подхода все возможно. Урок 4. Оперативное обслуживание клиентов. Привет, Анна. Тебе когда-нибудь приходилось сталкиваться с проблемой обслуживания клиентов? Да, к сожалению. Когда дела идут не так гладко, бывает очень неприятно.
Я согласен. Но я думаю, что главное — быстро и профессионально решить проблему. Это хорошее замечание. Быстрое решение проблем важно для удовлетворения потребностей клиентов. Именно так. Чем быстрее вы найдете решение, тем лучше будет общий опыт. Определенно. Никто не хочет ждать и гадать, когда проблема будет решена. Правильно. И вежливость и понимание могут иметь большое значение в таких ситуациях. Совершенно верно. Немного сочувствия и усилий могут иметь решающее значение для клиента. Определенно. Все дело в предоставлении отличного обслуживания и обеспечении того, чтобы клиент чувствовал себя услышанным. Урок 5. Социальные установки и сексуальность. Привет, Анна. Вы заметили, как отношение общества к сексуальности менялось с течением времени? Да, было очень интересно наблюдать за изменениями, особенно в более консервативных обществах. Определенно. Многие западные страны раньше придерживались гораздо более ограничительных взглядов на эту тему. Это правда. Но я рад видеть большую открытость и признание в последние десятилетия. Я тоже. Людям важно чувствовать себя комфортно такими, какие они есть. Совершенно верно. Каждый заслуживает того, чтобы иметь возможность свободно и без осуждения выражать свою сексуальность. Именно так. Прогресс может быть медленным, но отрадно видеть появление более прогрессивных подходов. Я согласен. Это сложный вопрос, но он крайне важен для обеспечения равенства и прав человека. Определенно. Нам еще многое предстоит сделать, но, похоже, мы движемся в позитивном направлении. Урок 6. Весенние радости. Привет, Анна. Разве не замечательно, что снег растаял и дождь прекратился? Солнце так ярко светит. Знаю, Джон. Мне нравится это время года. Цветы цветут, птицы поют, и это так освежает. Совершенно верно. В том, когда мир оживает после долгой зимы, есть что-то особенное. Определенно. Не могу дождаться, когда смогу больше времени проводить на свежем воздухе и гулять. Я тоже. Свежий воздух и зелень так улучшают настроение. Согласовано. И чем длиннее световой день, тем приятнее. Такое ощущение, что у нас больше времени, чтобы насладиться днем. Конечно. Я с нетерпением жду барбекю и пикников в парке. А да, звучит отлично. В теплую погоду все становится более оживленным и веселым. Не могу не согласиться с этим. Весна — поистине прекрасное время года. Урок 7. Бизнес-планы. Привет, Анна. Я слышала, что ты работаешь над новой бизнес-идеей. Как дела? А, все идет хорошо. Я очень рад этому. Просто прорабатываю несколько деталей бизнес-плана. Отлично. Насколько продлится первоначальный план?
Я думаю, что на первом этапе всего 3 ночи с понедельника по четверг. Ах, ладно, для начала красиво и компактно. И сколько гостей вы ожидаете? Надеюсь, что на первое мероприятие приедет большое количество гостей, может быть, около 20-25 гостей. Потрясающе. Похоже на хороший план. Уверен, что это будет большой успех. Надеюсь, что да. Еще многое предстоит выяснить, но я чувствую себя хорошо. Что ж, я буду рад помочь всем, чем смогу. Просто дайте мне знать, что вам нужно. Урок 8. Будущие работы. Привет, Анна. Ты следила за всеми разговорами о будущем работы. Да, это действительно интересная тема. Все больше компаний переходят на удаленную работу, и это меняет всю рабочую среду. Совершенно верно. Границы между домом и офисом действительно начинают стираться. Определенно. Это создает как проблемы, так и возможности. Вы уже определились с бизнес-идеей. Пока не совсем, но я все ближе. Я пытаюсь придумать что-то, что позволяет использовать преимущества меняющегося рабочего ландшафта. Это умно. Пандемия действительно ускорила многие из этих изменений. Совершенно верно. Думаю, важно быть на шаг впереди всех. Определенно. Открывается так много новых возможностей. Конечно, это захватывающее время, даже если оно может показаться немного неопределенным. Урок 9. Ценность спорта. Привет, Анна. Вы были в курсе последних новостей о дебатах об оплате труда спортсменов? Да, это была горячая тема. Критики утверждают, что спортсменам переплачивают, но другие говорят, что они предоставляют важную услугу. Именно так. У обеих сторон есть хорошие моменты. Это сложный вопрос. Конечно. Я вижу точку зрения, что спортсмены работают полный рабочий день и играют ключевую роль. Совершенно верно. Их обучение и производительность приносят стране большую пользу. Определенно. А государственная поддержка, которую они получают, это инвестиция в национальную гордость и единство. Совершенно верно. Спорт объединяет людей уникальным образом. Определенно. Решить этот вопрос непросто, но его важно обсуждать. Я согласен. Простых ответов нет, но лучше рассмотреть их под разными углами. Урок 10. Стратегии ведения переговоров. Привет, Анна. Я слышала, что ты работаешь над важными переговорами. Как дела? Все идет хорошо, но, безусловно, есть некоторые сложные моменты, которые мы пытаемся преодолеть. Понимаю. На каких ключевых вопросах вы сосредоточены? Что ж, мы согласовали общую структуру, но детали основных правил все еще обсуждаются. Понимаю. Возможно, это одни из самых сложных деталей, которые будет приковывать. Совершенно верно. Прежде чем двигаться дальше,
Мы хотим убедиться, что у нас есть прочная основа. В этом есть смысл. С каким графиком вы работаете? Мы надеемся, что основные условия будут согласованы в ближайшие несколько недель, если это возможно. Хорошо, это разумный срок. Урок 11. Сложности приготовления. Привет, Анна. Мне очень надоело каждый вечер решать, что готовить. Это такая хлопота. Я знаю, что ты имеешь в виду, Джон. Приготовление блюд может оказаться настоящим испытанием. Точно. Вариантов очень много, и каждый день трудно придумывать что-то новое и интересное. Вы пробовали планировать питание. Возможно, это поможет снять стресс. Планируете питание. Как это работает? Что ж, вы можете спланировать питание на неделю заранее. Таким образом, вам не придется думать об этом каждый вечер. Звучит как неплохая идея. Какие-нибудь советы о том, как начать планировать питание? Конечно. Начните с составления списка любимых блюд вашей семьи. Затем просмотрите свое расписание на неделю и спланируйте его соответствующим образом. Приготовьте несколько блюд, которые легко разогреть для насыщенных вечеров. Ах, в этом есть смысл. Мне придется попробовать. Спасибо за совет. Это очень полезно. Урок 12. Непринужденная встреча. Привет, Анна. Ты слышала о вечеринке в эти выходные? Это непринужденная встреча с друзьями. А, звучит прекрасно. По какому поводу? Никакого особенного события, просто возможность собраться вместе и насладиться обществом друг друга. Приятно. Мне бы не помешало провести веселый и сдержанный вечер. Что мне взять с собой? Ничего особенного, только вы сами. Будем говорить просто, возможно, несколько легких закусок и напитков. Звучит отлично. Я с нетерпением жду этого. Кто еще идет? Несколько общих друзей, ничего особенного. Просто непринужденная посиделка. Отлично, не могу дождаться. Будет приятно увидеть всех в непринужденной обстановке. Определенно. Это будет прекрасный отдых от шума и суеты. Урок 13. Советы по контролю порций. Привет, Анна. Вы в последнее время работали над контролем порций. Я стараюсь уделять этому больше внимания. Да, это то, над чем я тоже сосредоточился. Один трюк, который сработал для меня, это. А, правда? В чем фишка? Что ж, я начала использовать тарелки и миски меньшего размера. Это заставляет мой мозг чувствовать себя более довольным меньшим количеством еды. Это хорошая идея. Мне придется это попробовать. Еще какие-нибудь советы? Определенно. Также помогает употребление большего количества воды в течение дня. Это помогает мне чувствовать себя сытым. Ах да, гидратация играет ключевую роль. Я также обнаружил, что если есть медленнее, я чувствую себя более удовлетворенным. Безусловно, это еще один отличный вариант.
Это дает вашему телу время зарегистрироваться, когда вы сыты. Именно так. Контроль порций может быть непростым делом, но эти небольшие изменения имеют большое значение. Урок 14. Оценка искусства. Привет, Анна. Я хотела спросить, какой твой любимый стиль живописи? Интересный вопрос. Должен сказать, что меня действительно привлекает импрессионистское искусство. Ах да, смелые мазки и яркие цвета импрессионистов просто завораживают. Определенно. Мне нравится, как они таким уникальным образом передают суть сцены. Я согласен. У вас есть любимый художник-импрессионист или картина? Это непростой выбор, но я должен сказать, что «Водяные лилии» Мане — одна из моих любимых. А, это отличный выбор. То, как он изображает свет и движение, просто завораживает. Совершенно верно. И его использование цвета просто потрясающее. А как же ты, любимые художественные стили? Меня всегда восхищал сюрреализм. Сказочное качество и неожиданные сочетания очень нравятся мне. Урок 15. Неосознанный несчастный случай. Доброе утро, Анна. Я хочу поделиться забавной историей из моего похода в прошлые выходные. А, расскажи. У меня все уши. Ну, вы знаете, как я обычно хорошо разбираюсь в своем окружении. Но на этот раз я совсем не обратил на это внимания. Ха-ха, что произошло? Не оставляйте меня в подвешенном состоянии. Итак, я готовила завтрак и не заметила, что рядом есть скунс. Наверное, я подошел слишком близко, потому что на меня вдруг попала брызг. А нет. Наверное, это было ужасно. Что вы сделали? Сначала я понятия не имела, что происходит. Я просто стояла там, совершенно ничего не подозревая, пока меня не охватило зловоние. Могу себе представить вашу реакцию. Как вы избавились от запаха? Мне приходилось принимать душ с холодной водой несколько раз и пить томатный сок. На полное избавление от запаха ушло несколько дней. Урок 16. Планы путешествий. Утро. Вы уже определились с нашими планами путешествий на выходные. Доброе утро, Джон. Я думал об этом. Как насчет того, чтобы поехать в Лондон? Я слышала, что это оживленный город, в котором есть что посмотреть и чем заняться. Звучит здорово, но как вы думаете, наш бюджет может быть ограничен? Стоимость жизни там может быть довольно высокой. Вы правильно заметили. Нам придется внимательно следить за расходами. Что если мы заглянем в несколько менее дорогих кварталов или даже отправимся в однодневную поездку за город? Ах, хорошая мысль. Мы могли бы исследовать несколько небольших городов поблизости. Возможно, это более доступный вариант. Точно. Я начну исследовать некоторые причудливые деревни или сельские места, которые мы могли бы посетить. Таким образом, мы все еще сможем ощутить английский шарм без больших затрат. Замечательно. Уверен, мы сможем найти способ заставить это работать. Сообщите мне, что вы придумали, и мы сможем доработать планы.
Сгодится. Мне не терпится спланировать это путешествие вместе с вами. Думаю, это будет отличный отдых на выходных. Я тоже. Я с нетерпением жду этого. Хорошо, я позволю вам приступить к работе над маршрутом. Поговорим с вами в ближайшее время. Урок 17. Сохраняйте позитивный настрой. Эй, как идет поиск работы? Джон, честно говоря, это было что-то вроде американских горок. Мне было несколько отказов, но я стараюсь сохранять позитивный настрой. Мне жаль это слышать. Поиск работы может быть очень сложным делом, но наберитесь терпения и следуйте инструкциям. Вы легко справитесь с этим. Вы правы. Я знаю, что мне нужно держать подбородок вверх. Просто неприятно, когда все идет не так, как ты надеялся. Понимаю. Но не отчаивайтесь. Все это часть процесса. Просто сосредоточьтесь на следующей возможности и сделайте все возможное. Спасибо, Джон. Спасибо, что вы напомнили мне сохранять позитивный настрой. Я буду помнить об этом, продолжая поиски. Именно так. У вас есть это. И помните, я здесь, если вам нужна веселая беседа или просто с кем-нибудь поговорить. Я очень благодарна за вашу поддержку. Для меня очень важно иметь такого друга, как ты. В любое время. Для этого и нужны друзья. А теперь давайте пообедаем, и вы сможете подробнее рассказать мне о том, какую новую зацепку вы преследуете. Урок 18. Баланс между работой и личной жизнью. Эй, как вы справляетесь со своей рабочей нагрузкой в последнее время? Честно говоря, Джон, было немного сложно. У меня такое чувство, что я постоянно играю в догонялки. Мне жаль это слышать. В наши дни так легко перегрузиться. Пытались ли вы установить границы? Знаете, у меня есть. Я начала устанавливать границы и расставлять приоритеты в своих задачах. Это помогает, но работа еще не завершена. Здорово, что вы предпринимаете такие шаги. Просто продолжайте в том же духе. Найти баланс между работой и личной жизнью может быть непросто, но это очень важно. Определенно. Я стараюсь делать перерывы более целенаправленно и не переусердствовать. Это разумный подход. Легко перегореть, если вы не уделяете времени себе. Именно так. И я заметила разницу в производительности и общем самочувствии, когда я лучше распоряжаюсь своим временем и энергией. Рада это слышать. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит вам и вашему образу жизни. Урок 19. Основы кемпинга. Привет, Анна. У тебя есть планы на поход на выходные? Привет, Джон. Да, я планирую пойти в поход. Я хочу убедиться, что у меня есть все необходимое. Отлично. Как вы думаете, что самое главное взять с собой в поход? Я бы сказал, что прочная палатка, теплый спальный мешок и переносная кухонная плита– вот главные приоритеты. Безусловно, все это просто необходимо. Что-нибудь еще ты планируешь взять с собой? Я также собираюсь взять с собой походные ботинки, аптечку первой помощи и фонарик или фару.
Отличный выбор. Правильное снаряжение действительно может улучшить или прервать поход. Определенно. Я хочу хорошо подготовиться, чтобы просто расслабиться и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Это разумный подход. Уверен, вы прекрасно проведете время в кемпинге в эти выходные. Урок 20. Изучение новых перспектив. Эй, я хотела спросить тебя о чем-то. Вы слышали о недавних событиях в Мексиканском заливе? Нет, у меня нет. Что произошло? Что ж, судя по всему, отношение к региону изменилось. Традиционно река считалась естественной границей между восточной и западной сторонами. Интересно. Я этого не знал. Каков новый взгляд на это? Из того, что я прочитал, растет признание того, что залив на самом деле является общим ресурсом и экосистемой, соединяющей различные штаты и страны вокруг него. Это очень интересная точка зрения. Я вижу, как это может изменить подход к экологическим и экономическим проблемам в регионе. Именно так. Это поощряет более совместный и целостный подход, а не просто сосредотачиваться на отдельных сторонах или юрисдикциях. В этом есть большой смысл. Всегда полезно подвергать сомнению наши предположения и пытаться взглянуть на вещи под другим углом. Совершенно верно. Меня удивляет, как наши взгляды могут меняться с течением времени по мере получения новой информации и новых идей. Урок 21. Комната для всех. Здравствуйте, Анна. Нам нужно выяснить обстановку в комнате для вечеринки в эти выходные. Сколько гостей вы ожидаете? Что ж, Джон, я жду около 10 гостей. Важно выбрать подходящий номер, чтобы всем было комфортно. 10 гостей? Понял. Посмотрим. Наша гостиная вмещает 6-8 человек, а столовая может вместить до 10. Как вы думаете, что подойдет лучше всего? Столовая звучит идеально. Здесь у нас будет достаточно места, чтобы все могли посидеть и пообщаться. Кроме того, мы можем приготовить хороший ассортимент еды и напитков. Отлично, тогда это столовая. Я обязательно приведу его в порядок и поставлю туда несколько дополнительных стульев. Замечательно, Джон. Я очень признателен, что вы помогли мне все спланировать. Это будет отличная вечеринка. Совсем без проблем. Я с радостью помогу убедиться, что все настроены правильно. Дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь заняться. Подойдет, Джон. Я буду держать вас в курсе окончательного количества гостей по мере приближения даты. Звучит неплохо. Я с нетерпением жду этого. Урок 22. Покупка продуктов. Привет, Анна, я иду за продуктами. Хочешь присоединиться ко мне? Отличная идея, Джон. Мне тоже нужно купить еду на неделю. Пойдем вместе. Отлично. У вас есть список того, что вам нужно. Да, верю. Мне нужно купить свежие продукты, например, фрукты и овощи. А еще мне нужно немного белка, например, курицы или рыбы.
Потрясающе! У меня заканчиваются основные продукты питания, такие как хлеб, яйца и молоко. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было все необходимое. Звучит неплохо. Я также хочу купить несколько закусок, может быть, чипсов или печенья. А как же ты? Я собирался купить мороженого. Неделя выдалась жиркой, и мне не помешало бы прохладное угощение. А, мороженое звучит идеально. Давайте позаботимся о том, чтобы не забыть самое необходимое, например, туалетную бумагу и стиральный порошок. Хорошие замечания. Хорошо, пойдем в магазин и начнем путешествие по магазинам. Урок 23. Цвета и текстуры. Привет, Анна. Я заметила, что сегодня на тебе очень красивый свитер. Мне нравится мягкая, уютная текстура. Спасибо, Джон. На самом деле мне очень нравится этот свитер. Цвет красивого синего, а материал очень удобный. Определенно. Я всегда обращаю внимание на цвета и текстуры, когда делаю покупки. То, как изделие выглядит и ощущается на ощупь, имеет большое значение. Я полностью согласен. Текстура очень важна, будь то гладкость шелкового шарфа или прочность кожаной куртки. Точно. А разные цвета могут вызывать разное настроение и эмоции. Мол, яркий солнечный желтый цвет действительно может поднять настроение. Отличное замечание. Я стараюсь использовать в своем гардеробе самые разные цвета и текстуры, чтобы все было интересно. Это разумный подход. Есть ли у вас какие-либо сочетания цветов или текстур, которые вам действительно нравятся? Меня особенно привлекают насыщенные землистые тона, такие как темно-зеленый и коричневый. Они кажутся мне такими теплыми и непринужденными. А, я это вижу. Эти цвета будут прекрасно смотреться в сочетании с чем-то более текстурированным, например, толстым трикотажем. Урок 24. Телефонные номера и цифры. Привет, Анна. Ты помнишь свой номер телефона? Привет, Джон. Да, это легко вспомнить. Как насчет твоего? Мой номер телефона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Это 9. незабываемая последовательность чисел. У меня все по-другому. Телефонные номера играют важную роль в нашей повседневной жизни. Они необходимы для общения и поддержания связи. Совершенно верно. Мы полагаемся на них в общении друг с другом. Также важно обеспечить безопасность наших телефонных номеров. Да, конфиденциальность крайне важна в цифровую эпоху, в которую мы живем. Урок 25. Выживание в зимний период. Привет, Анна. Вы слышали о поселенцах, которые решили остаться на корабле на зиму? Да, я так и сделала. Это было рискованное решение, но, похоже, примерно половине из них удалось дожить до весны. Это просто невероятно. Не могу себе представить, насколько это было сложно, особенно в суровых зимних условиях. Знаю, это просто замечательно. Наверное, им пришлось проявить исключительную изобретательность и стойкость, чтобы справиться с этой задачей. Совершенно верно.
В сложившихся обстоятельствах пребывание на корабле было для них, пожалуй, лучшим шансом на выживание. Определенно. Альтернатива, попытка выбраться из пустыни посреди зимы, оказалась бы еще более опасной. Хорошие замечания. По крайней мере, на корабле у них было укрытие и доступ к оставшимся припасам. Именно так. И они смогли дождаться улучшения погоды и продолжить свое путешествие. Да, это свидетельство их целеустремленности и умения решать проблемы. Не могу себе представить, насколько это было сложно. Урок 26. Индивидуальный браслет. Доброе утро, Анна. Вы слышали о скором дне рождения моей сестры. Я пытаюсь найти для нее особенный подарок. Отлично, Джон. Что вы имели в виду? Думаю, изготовить браслет на заказ было бы замечательной идеей. Индивидуальный браслет. Это фантастическое предложение. Как вы думаете, какой дизайн подойдет ей? Дай мне подумать. Возможно, мы могли бы выгравировать на ней ее инициалы или добавить ее драгоценный камень. Что-то индивидуальное сделало бы его по-настоящему особенным. Отличная идея. Думаю, она была бы очень признательна за индивидуальный подход. Вы знаете, где можно сделать браслет на заказ? В центре города есть прекрасный ювелирный магазин, который выполняет работы на заказ. У них широкий выбор материалов и дизайнов. Замечательно. Мне нужно будет это проверить. Спасибо за рекомендацию. Думаю, ей понравится изготовленный на заказ браслет. Уверена, что так и будет, Джон. Это такой продуманный подарок. Дайте мне знать, как все получится, мне бы очень хотелось увидеть окончательный дизайн. Конечно, я обязательно покажу вам, как только заберу его. Вы очень помогли в реализации этой идеи. Урок 27. Безопасность прежде всего. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о некоторых новых правилах безопасности, которые мы внедрили на работе. Это приятно знать. Какие правила безопасности они вводят? Что ж, они в основном сосредоточены на средствах индивидуальной защиты и правильных процедурах обращения с опасными материалами. Похоже, это очень важная вещь. Какие средства индивидуальной защиты им сейчас нужны? Каски, защитные очки и ботинки с стальным носком являются обязательными во всех производственных помещениях. Кроме того, мы должны пройти обучение по вопросам ликвидации разливов химических веществ. Кажется, это разумные правила. Безопасность всегда должна быть главным приоритетом, особенно на таком рабочем месте, как наше. Совершенно верно. Они также подчеркивают важность сообщения о любых небезопасных условиях или почти промахах. Отличный совет. Я обязательно буду следить за всем, что может представлять опасность, и сообщу кому-нибудь об этом. Урок Отлично, 28. я рада, что вы на Решение борту. проблем. Соблюдение правил – лучший способ обезопасить себя и своих коллег. Простите, я хотела обсудить проблему с нашим гостиничным номером. В чем, похоже, проблема? Что ж, когда мы заселились, мы заметили, что в номере отсутствуют некоторые удобства. Понимаю. Это, конечно,
не тот стандарт, на который мы рассчитываем. Чего не хватало? Мини-холодильника не было, а кофеварка работала неправильно. Это очень неудобно. Я понимаю ваше недовольство недостающими вещами. Именно так. Мы отвезли его на стойку регистрации, и они сказали, что пришлют кого-нибудь, кто займется этим вопросом. Я рад, что они работают над решением проблемы. Предлагали ли они какую-либо компенсацию или альтернативные варианты? Да, они извинились за доставленные неудобства и предложили перевести нас в другую комнату. Урок 29. Чувство вознаграждения. Привет, Анна. В какой волонтерской работе вы участвовали? Я помогал в местном приюте для животных. Было приятно видеть, как спасенные животные обрели любящий дом. Звучит потрясающе. Могу себе представить, что мне должно быть очень приятно участвовать в этом процессе. Совершенно верно. Самое лучшее чувство — видеть радость на лицах усыновителей, когда они общаются с домашним животным. Могу только представить. Помощь нуждающимся животным — такое благородное дело. Я восхищаюсь твоей самоотверженностью. Спасибо, Джон. Это было невероятно приятно, и я так рада, что начала работать там волонтером. Уверен, что в приюте очень ценят ваше время и усилия. Это очень важно. Так оно и есть, и именно это заставляет меня двигаться вперед. Знать, что я оказываю положительное влияние, очень важно. Это замечательно. Приятно видеть, что вы с таким энтузиазмом помогаете обществу. Урок 30. Трансфер от слэш до аэропорта. Привет, Анна. Я хотела отметить, что я заказала трансфер из аэропорта. Отлично, Джон. Так будет намного проще добраться до аэропорта. Определенно. Я выбрал компанию с хорошей репутацией, которую очень рекомендуют. Отлично. Ненавижу хлопоты, связанные с поиском транспорта до аэропорта. Я тоже. Таким образом, нам не придется беспокоиться о пробках или парковке. Именно так. И вы сказали, что это надежная компания, поэтому я уверен, что сервис будет первоклассным. Совершенно верно. У них отличные отзывы и парк современных, ухоженных автомобилей. Идеальный. Это успокаивает меня. Я рад, что нам не придется сталкиваться с обычным стрессом в аэропортах. То же самое и здесь. Это сделает начало нашего путешествия намного более комфортным и приятным. Урок 31. Суеверия. Привет, Анна. Вы слышали, что вчера была пятница 13-го? Некоторые считают, что сегодня неудачный день. В самом деле, я не верю в подобные суеверия. Думаю, это просто глупый миф. Что ж, многие относятся к этому серьезно. В этот день они избегают определенных дел. Например, что? Чего они избегают? Знаете, разбивание зеркал, прогулки по лестницам, черные кошки
пересекающие их путь. Все такое. Это так странно. Не могу себе представить, что мои планы на самом деле изменятся из-за какой-то даты в календаре. Да, я тоже. Но некоторых это очень беспокоит. Они думают, что им не повезет, если они не будут следовать этим суевериям. Что ж, я рада, что я не из этих людей. Я бы предпочла просто прожить свою жизнь, не беспокоясь о выдуманных неудачах. Я тоже. Гораздо веселее просто наслаждаться днем и не позволять глупым суевериям испортить его. Урок 32. Покупка предметов первой необходимости. Привет, Анна. Я собирался пойти за покупками новой одежды. Мне нужны некоторые базовые вещи, такие как джинсы и футболки. А то же самое и здесь. Мне не помешали бы новые повседневные вещи. Что ты ищешь? Что ж, мне нужна пара темных джинсов, которые хорошо сидят по фигуре. А еще несколько однотонных футболок, может быть, нескольких разных цветов. А, звучит отлично. Я тоже подумывал купить новые простые футболки. Они такие универсальные. Определенно. А с джинсами вы можете одевать их как вверх, так и вниз в зависимости от случая. Точно. Хорошо иметь эти надежные скобы для гардероба. Значительно упрощает одевание. Согласовано. Эй, может, мы могли бы пойти за покупками вместе как-нибудь на этой неделе. Таким образом, вы сможете преодолеть больше места. Да, давайте сделаем это. В четверг я свободен, если вас это устроит. Четверг идеален. Мы можем посвятить этому день, сходить в торговый центр, пообедать. Урок 33. Коты в амбаре. Привет, Анна. Я рассказывала тебе о бездомных кошках, живущих в сарае моего дяди. Нет, я так не думаю. Звучит как интересная ситуация. О скольких кошках идет речь? А, их должно быть не менее дюжины. Мой дядя пытался загнать их в загон, но их количество продолжает расти. Ух ты, здесь много кошек. Могу себе представить, что в этом амбаре, должно быть, царит тихая сцена. Вы все правильно поняли. Каждый раз, когда я подхожу к амбару, они вырываются наружу. Меня это действительно сбивает с толку. Ха-ха, держу пари. Кошки могут быть довольно пугливыми, особенно дикие. Думали ли вы о том, чтобы их починить? Неплохая идея. Мой дядя пытался собрать их и отвезти к ветеринару, но это оказалось непростой задачей. Могу себе представить. Эти амбарные кошки, вероятно, довольно сообразительны. Возможно, вы могли бы установить несколько гуманных ловушек. Это мысль. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не отпугнуть их полностью. Урок 34. Подготовка к зиме. Ух, мне так надоела эта холодная погода. Мне нужно скоро найти хорошее зимнее пальто. Знаю, верно. В последнее время температура действительно упала. Пора собраться. Конечно. Мое старое пальто уже не подстригается. Мне нужно что-то более теплое и прочное.
То же самое и здесь. Я присматривался к некоторым новым стилям зимних пальто. Есть много отличных вариантов. Да. Какие функции вы ищете? Я хочу что-то, в чем мне действительно будет уютно. Что ж, мне нужно водонепроницаемое и ветрозащитное пальто с хорошей толстой изоляцией. Знаете, нужно оставаться сухим и теплым. Определенно. А карманы просто необходимы. Место, где можно было бы согреть руки в мороз. А да, хорошее замечание. Главное, множество функциональных карманов. И капюшон тоже важен. Совершенно верно. Ненавижу холодные головы и уши. Все дело в хорошем капюшоне. Урок 35. Путешествие вдвоем. Итак, Анна, я слышала, что рядом с парком только что открылась новая пешеходная тропа. Хочешь ее проверить? А, звучит авантюрно. Я определенно готов исследовать новую тропу. Отлично, я подумала, что в эти выходные было бы интересно погулять на свежем воздухе и заняться чем-нибудь активным. Абсолютно. Я всегда готов к приключениям. Нам просто нужно убедиться, что мы готовы. Конечно, нам следует взять с собой закуски, много воды и, возможно, даже взять с собой небольшую аптечку первой помощи. Отличный звонок. И правильная походная обувь просто необходима. Нужно иметь подходящее снаряжение. Определенно. Не хочу, чтобы там были волдыри или скручивание лодыжки. Именно так. Но это будет весело. Мне нравится открывать для себя новые живописные маршруты. Я тоже. Бьюсь об заклад, виды с этой тропы будут потрясающими. Привет, Анна. Вы слышали о новом общественном центре, который только что открылся в центре города? Нет, у меня нет. Каково оно? Это грандиозно. Здесь есть всевозможные удобства, тренажерный зал, художественная студия и даже театр. Ух ты, звучит потрясающе. Какие мероприятия они предлагают? Все что угодно, занятия фитнесом, художественные мастер-классы, кинопоказы и так далее. Я слышала, что у них даже есть молитвенная группа, которая регулярно собирается. Молитвенная группа. Замечательно, что они также удовлетворяют духовные потребности общины. Именно так. Кажется, у них действительно есть что-то для всех. Я подумываю записаться на один из кулинарных мастер-классов. Кулинарные уроки звучат весело. Возможно, я присоединюсь к вам, когда они их предлагают. Думаю, они едят их несколько раз в неделю, как днем, так и вечером. Нам следует ознакомиться с расписанием. Урок 37. Украшение комнаты. Привет, Анна. Я слышала, ты делаешь косметический ремонт в своей комнате. Это захватывающе. Так оно и есть. Мне так весело все планировать. У тебя есть идеи? Я знаю, что ты любишь цветы. Возможно, некоторые цветочные произведения искусства или даже настоящие растения будут выглядеть прекрасно. А да,
Это отличная идея. А некоторые воздушные шары могут добавить действительно веселую праздничную нотку. Шары. Для спальни. Интересный выбор. А почему бы и нет? Они привнесли бы немного причудливости и красок. Кроме того, они недорогие, но могут оказать большое влияние. Хорошо, я вижу ваше видение. Цветы, растения и воздушные шары. Похоже, это будет яркое и веселое пространство. Точно. Я хочу, чтобы здесь было тепло и уютно. Может, в эти выходные мы сможем сходить за покупками предметов декора. Похоже на план. Я рад высказать свое мнение по всему, что вы рассматриваете. Урок 38. Попробуем новый итальянский ресторан. Привет, Анна. Вы слышали об этом новом итальянском местечке в центре города? Хочешь это проверить? А, новый итальянский ресторан. Звучит очень вкусно. Какую кухню они подают? Не уверена, но слышала, что это действительно аутентичное место. Возможно, это смесь классических итальянских блюд. Это прямо у меня в переулке. Обожаю хорошую пасту или пиццу. Как вы думаете, что нам заказать? Может, мы могли бы начать с закусок, таких как кальмары или брускетта, а затем перейдем к основным блюдам. Отличная идея. И мы не можем забыть о десерте. Я жажду чего-нибудь сладкого и вкусного. Определенно. Бьюсь об заклад, у них есть потрясающий тирамису или каннали. От одной мысли об этом я проголодался. Я тоже. Давайте забронируем столик и проверим его. Мне не терпится попробовать что-то новое. Звучит неплохо для меня. Это будет вкусное свидание за ужином. Урок 39. Негоден к военной службе. Доброе утро, Анна. Вы знали, что во время Второй мировой войны многие молодые люди были объявлены непригодными к военной службе? А, правда. Я этого не знал. В чем были причины? Очевидно, у многих из них было плохое зрение, плоскостопие или другие физические проблемы, которые дисквалифицировали их. Ух ты, это интересно. Интересно, как им удалось обойтись без службы этих мужчин. Что ж, женщинам пришлось приложить все усилия и взять на себя большую часть работы. Они работали на заводах, водили грузовики и выполняли самые разные роли. Понимаю. Наверное, для страны было настоящим испытанием найти всех пропавших без вести солдат. Определенно. Но женщины доказали, что они могут справиться с этим. Они сыграли решающую роль в военных действиях. Это просто потрясающе. Я так и не поняла, какой вклад внесли женщины за это время. Это важная часть истории, которую часто упускают из виду. Эти женщины были настоящими героями. Урок 40. Прогулка по рынку в выходные. Привет, Анна. Я уже видела тебя на фермерском рынке по выходным. Вы нашли хорошие продукты? Я так и сделала. Я запасался всевозможными свежими фруктами и овощами. Позвольте мне показать вам, что у меня есть. Потрясающе.
Хотелось бы посмотреть, какие вещи вы купили. Что ж, я купил курицу и индейку у продавцов птицы. А еще у меня есть разнообразная рыба. Приятно. Морепродукты – это всегда отличный вариант. Что-нибудь еще бросается в глаза. Определенно, я нашла красивые спелые помидоры и хрустящий салат. А, и я не смогла устоять перед этими ароматными персиками. МММ. Персики очень вкусные. Идеально подходит для лета. Что-нибудь еще у вас в пути? Я также взял несколько пучков листовой зелени и несколько цукини. Много полезных сезонных продуктов. Похоже на удивительную поездку на фермерский рынок. На этой неделе вы будете хорошо питаться.